全力争夺千丝土。左峰，巨斧创世。燕帝，多谢了，我们也算你。Изначальная Вселенная — это обитель всех в нынешней эре реинкарнации, за исключением тех, кто живет в миниатюрных вселенных. Ее диаметр составляет 10 триллионов световых лет. Никто не жил достаточно долго, чтобы исследовать ее целиком. Она недоступна для тех, чьи первоначальные вселенные прошли через реинкарнацию, поэтому те, кто находится в океане вселенных, чьи жизненные отпечатки связаны с миниатюрными вселенными или священными землями, не могут войти в первоначальную вселенную. Каждый океан вселенных имеет одну первоначальную вселенную. Владыка города Хаоса и Ло Фэн встретились спустя долгое время. Владыка был очень доволен прогрессом своего ученика. На этот раз вы объединили силы и вместе собрали фрагменты диаграммы 7 тянущихся следов. Это действительно выдающееся достижение. Вам обоим стоит гордиться собой. Для нашей расы это принесет огромную пользу и поможет ей двигаться вперед еще быстрее. Но еще больше его удивило другое. Ло Фэн, ты сумел полностью подавить Мастера Волка и заставил его перейти к обороне. Честно говоря, мне трудно поверить, что ты даже смог отнять у него сокровища. А вместе с пламенной чашей Мастера Ао Яня эти два сокровища уже нельзя назвать обычными артефактами. Он продолжил. Это означает, что ты можешь выйти за пределы собственных ограничений. Если продолжишь двигаться дальше, то сможешь сделать еще один шаг вперед и даже покинуть пределы изначальной Вселенной. Твоя сила уже совсем не та, что прежде. С этими словами согласился и мастер Ледяной Вершины. Услышав, что он может отправиться за пределы изначальной Вселенной, Ло Фэн был искренне поражен. Владыка города Хаоса объяснил. Ты услышал правильно. Это место, где собираются настоящие вершины силы. Там можно встретить бесчисленных могущественных существ, одно сильнее другого. Те драгоценные арканы и сокровища, за которые ты платишь огромную цену, на самом деле происходят именно оттуда. Услышав это, Ло Фэн ненадолго задумался. Он понимал, что даже изначальные звезды, открывающиеся лишь спустя бесчисленные эпохи, в основном содержат только высокоуровневые арканы. Но если говорить о пространстве за пределами изначальной Вселенной, то там наверняка существуют еще более могущественные сокровища и, возможно, даже самые драгоценные из всех. Владыка города Хаоса улыбнулся и сказал: «Именно так. Это чрезвычайно опасное и необъятное место называется океаном Вселенной». Сказав это, он немного отошел в сторону. В этот момент мастер Ледяной Вершины приблизился к нему и обеспокоенно заговорил. «Старший брат, если сравнивать с океаном Вселенной, то даже опасные зоны изначальной Вселенной, включая запретные земли, кажутся менее страшными. Эти области невероятно коварны и смертельно опасны. По моему мнению, Ло Фэн еще не достиг уровня полноценного владыки Вселенной. Если он отправится туда без достаточной подготовки и станет действовать слишком поспешно, последствия могут быть ужасными». Он немного помолчал и продолжил. «Мы не можем просто так потерять его. Он восходящая звезда нашей расы. Как мы можем позволить ему отправиться в настолько опасное место?» Владыка города Хаоса прекрасно понимал его тревогу. В конце концов, Ло Фэн был его учеником, и он лучше других знал, насколько ужасен океан Вселенной. Но, сжав кулак и укрепив свою решимость, он ответил: «Я понимаю, что ты хочешь сказать, но это единственное место, где Ло Фэн сможет по-настоящему закалить себя и стать еще сильнее. Если он хочет совершить прорыв и раскрыть свой истинный потенциал, ему необходимо пройти через подобные испытания». Услышав эти слова, Ло Фэн окончательно избавился от сомнений. Он прекрасно понимал, если его учитель хочет отправить его туда, значит, это действительно необходимо ради его будущего. Тогда владыка города Хаоса начал объяснять более глубокие тайны мироздания. Изначальная Вселенная рождается, развивается, функционирует, затем приходит в упадок и, в конце концов, погибает.
Все происходит по строгим законам времени и образует полный цикл существования. Он продолжил. Но существует и другое явление – великое разрушение. Его масштаб настолько огромен, что оно способно потрясти всю изначальную Вселенную. Одно такое разрушение может полностью уничтожить все существующее внутри нее. Ло Фэн внимательно слушал. Владыка города хаоса продолжал. Наша человеческая раса относительно молода. После последнего великого разрушения именно его последствия и привели к появлению человечества. Эти слова поразили Ло Фэна. «Что?» — потрясенно спросил он. «Я всегда считал, что история человечества сама по себе древняя и уходит в незапамятные времена». Теперь он понял, что ошибался. Оказалось, сама Вселенная бесчисленное количество раз проходила через циклы разрушения и возрождения, а человеческая цивилизация возникла лишь после одного из таких катаклизмов, словно поднявшись из пепла предыдущей эпохи. Ло Фэн был глубоко потрясен услышанным и невольно начал вспоминать весь путь человеческой цивилизации, ее развитие и собственное прошлое. В это время владыка города хаоса продолжил объяснение. «Ты сказал верно, но есть нечто еще более важное. Когда целый цикл Вселенной подходит к концу, все, что тебе знакомо, все, что ты знаешь и с чем связан, исчезает и превращается в ничто». Услышав это, Ло Фэн погрузился в молчание. Он уже понимал, к чему ведет его учитель. Сжав кулак, он твердым голосом спросил: «Значит, вы хотите сказать, что однажды человечество тоже обречено исчезнуть?» Владыка города хаоса подошел ближе и спокойно ответил: «Да, это правда. Но если ты станешь достаточно сильным, то сможешь пережить даже великое разрушение. А если достигнешь еще более высокого уровня силы, при котором никакое разрушение не сможет причинить тебе вред, тогда ты получишь возможность сохранить не только себя, но и всю свою расу». Его взгляд стал серьезнее. «Ло Фэн, ты мой ученик, но кроме этого, ты также один из будущих столпов человечества, на которого возлагаются огромные надежды. И мне кажется, что грядущее бедствие, которое приближается, ты способен пережить. Я надеюсь, что вместе с нами ты сумеешь преодолеть и эту катастрофу». Во время этих слов перед глазами Ло Фэна словно начали появляться дорогие ему люди. Он вспомнил своих друзей и остальных товарищей. Их образы заставили его решимость стать еще сильнее. Особенно сильное чувство он испытал, когда вспомнил своего наставника и старших братьев. Все они словно безмолвно поддерживали его. Именно тогда Ло Фэн осознал одну вещь. Его сила больше принадлежала не только ему самому. Он думал уже не просто о собственной защите. Теперь его судьба была связана с судьбой всей человеческой расы. Человечество начало рассчитывать на него. В мыслях Ло Фэна крепла новая решимость. Даже если великое разрушение окажется невероятно страшным, его учитель доверил ему эту ответственность, а долг ученика — оправдать ожидания своего наставника. Поэтому он не мог отступить. С этими мыслями Ло Фэн окончательно принял решение и сказал: «Учитель, не беспокойтесь. Если вы считаете, что мне нужно отправиться в океан Вселенной, значит, я отправлюсь туда. Я вас не подведу». Услышав этот ответ, владыка города хаоса остался очень доволен. «Хорошо. Тогда желаю тебе удачи в этом путешествии». С этими словами он покинул это место. Ло Фэн тоже ушел. После этого рассказ переключается на еще одну важную деталь. Та форма владыки города хаоса, которую все видели, на самом деле не являлась его настоящим телом. Это была лишь его первая божественная копия. Ранее уже появлялась и другая его копия. Именно она приходила спасать Ло Фэна и противостояла Волку-мастеру несколько эпизодов назад. Но настоящее тело владыки города хаоса в это время находилось совсем в другом месте, внутри океана Вселенной. Именно этот неожиданный факт должен был стать большим сюрпризом для Ло Фэна, когда он сам отправится туда.